Всем привет! Сегодняшнее видео я хочу посвятить своей любимой бытовой технике. Это посудомоечной машине. Пользуюсь я ей уже практически 2 года. Но, несмотря на это, я только сейчас собралась снять видеообзор. Но это моя самая любимая помощница. Значит, в данном видео я расскажу на примере своей посудомойки Beko. Это турецкая фирма, производитель. Но я думаю, общие принципы будут одинаковые для всех посудомоек такого плана. Значит, расскажу немножко по характеристикам, программам, которые у нее есть. Покажу, как я загружаю посуду, как она вообще внутри там все устроено, как работает, какими средствами я пользуюсь моющими, какие я вот успела уже попробовать, что понравилось, что не очень. Ну и расскажу про свои какие-то ошибки, которые я делала вот во время пользования, чтобы вы их уже избегали в своем использовании. Какие-то подробные фотографии, характеристики, цены, как у меня иногда просят в обзоре, я приведу в описании к этому видео. Сама посудомойка у нас не встроенная, то есть, как вы видите, она отдельно стоящая и подключается к, значит, водопроводу, там, где вот раковина, все такое, с помощью шланга. Для нее отдельно мы сделали розетку. Вот вы видите там. Значит, вот внутри она состоит из 2 этажей. Вот такие выдвижные ящики здесь есть. При этом ящики эти снимаются для того, чтобы поместились, например, противень, чтобы поместился там, или какие-то большие, в общем, объемные вещи. Можно этот ящик выдвинуть и поместить. Я потом позже покажу. Все программы вот здесь для удобства перечислены, да, чтобы мы видели сразу, не лезли в инструкцию постоянно. Какие бывают? P0 это для очистки машины программа. Здесь время не указано, но можно в инструкции посмотреть. В общем, для себя из всех этих программ я выбрала самую оптимальную, это P4. То есть здесь температура 70 градусов и время около часа. Вот есть более быстрые, как вы видите. Значит, здесь разница есть в градусах, в температуре. Вообще, принцип здесь такой же, как и в стиральных машинах. То есть вот такая предложена таблица программ. Здесь видно, в зависимости от программы, которую мы выбираем. Тут есть, значит, вот, да, предварительно какая-то мойка, мойка при температуре, потом ополаскивание, сушка. Какие-то программы исключают, например, предварительную мойку, поэтому они более быстрые. Минуты тоже, количество минут вот представлено. Эту табличку, фотографию я приложу в описании, вы сможете ознакомиться подробнее. Остановлюсь только вот на моей любимой программе P4. 70 градусов, значит, температура. Потребление воды 9,5 литров. Вот, и продолжительность час. То есть для меня это оптимально. Итак, давайте посмотрим, что внутри здесь. Значит, вот таких 2 лопастя идет, из которых, по сути, распыляется вода. Вот он внизу есть, внизу и вверху. Также сверху есть вот такая штучка, с которой также вода распыляется. Вообще вмещается посуды достаточно много. Здесь внизу у нас есть такой вот отсек, который откручивается. Тут водичка собралась. В общем, он откручивается, и в него засыпается соль для посудомоечных машин. То есть это как средство смягчения воды, в общем, для того, чтобы посудомойка сама не засорялась. То есть соль не является моющим средством. Ну вот, примерно я такую покупаю. Соль это для посудомоечной машины. Когда она заканчивается, горит индикатор на дисплее. Итак, чтобы больше вмещалось, я вот сейчас вам покажу. У меня вот эти лопасти, не лопасти, как они называются, не знаю, в общем, вот эти вот решеточки, я их решила снять. Вот они здесь тоже были. Такая вот конструкция. В общем, вы поняли. Предполагается, что сюда нужно класть какие-то, например, черпак, там еще можно какой-то вилки, там ложки. Но для этого есть отдельная корзинка. Вот. Но скажу вам по опыту, здесь она моется очень плохо, потому что здесь только за счет того, что распыляется сверху вода,
только за счет этого попадает сюда. Ну, и моет оно очень плохо здесь. Поэтому я сняла. Так, в нижнем отсеке также мы видим, что можно, допустим, опустить эти лопасти. То есть вот эти, они для тарелок, но можно их, допустим, убрать вот, и разместить сюда какую-то большую кастрюлю, допустим. Вот эти не убираются. Чтобы снять верхний отсек, вот здесь стоят защитные механизмы, защитные такие наконечники. Сейчас одной рукой мне сложно это сделать. Вот я их сняла и с легкостью достаю верхнюю часть. Ну и теперь в нижнюю у меня поместится что-нибудь высокое, громоздкое. Ну, допустим, решетка из духовки. Сразу скажу, что чуда никакого не происходит, по крайней мере, с этой маркой. То есть я думала, что отмоется все вот это нагоревшее, черное. Конкретно данная модель не отмоет вам идеально все сковородки черные и так далее. И тут даже дело, наверное, не в средстве, потому что средства я разные пробовала. Может быть, в мощности, в подаче этой воды. Итак, здесь у нас два отсека. Для моющего средства и для кондиционера. Ну, я, по правде сказать, кондиционером никогда не пользуюсь. Использую только отсек для моющего средства. Здесь он как для таблеток подходит. Таблетки твердая форма. То есть бывает, я вот иногда покупала 3 в одном. То есть там уже и кондиционер сразу идет. Вкладывается таблеточка, закрывается. Все, и потом во время мойки автоматически этот отсек открывается. Также можно еще использовать жидкие средства. Так, сейчас я вам продемонстрирую. Тут, видите, какой-то уровень есть, 15-25 миллилитров. Я на глаз наливаю. Вообще, вот жидкое, конечно, более экономично использовать, но я попробовала такой вот, последний раз купила экологически чистый, якобы, для детской посуды, для всего. Но я вам скажу честно, что состав-то тут хороший, конечно. Но у меня такое ощущение, что там одна лимонная кислота, и отмывает она соответственно. То есть практически ничего не отмывает. То есть только за счет силы воды, наверное, вот этого напора, ну и температуры. То есть, как само моющее средство, иногда даже и жир не растворяет полностью. Поэтому, ну, то есть, если для детского использовать, для детской посуды, то, наверное, хорошо. А вообще, в целом, лучше иметь несколько средств. Вообще, лучше иметь несколько средств. Более мощные какие-то и послабее. В зависимости от загрязнения. Все, мы закрываем. Так, я вернула на место все наши ящики. Сейчас будем загружать посуду. При загрузке посуды самое главное смотреть, откуда идет источник воды. Да, то есть, учитывая, что он снизу, размещать грязным нужно, конечно же, вниз. Потому что верхняя там поливочка, она не особо эффективна. Значит, всегда руководствуйтесь вот этим, по сути, правилом, откуда идет напор. Итак, будем загружать посуду. Вы уж извините за подробности, но буду показывать вам степень загрязнения посуды, чтобы впоследствии вы могли посмотреть, как же она все-таки отмыла. Какая-то там грязная чашка, да, ну, обычная тарелка. Значит, вот здесь есть мертвые зоны, да, вот, например, я знаю, что в этой части она чуть-чуть не дотягивает. Внизу там где-то вот по бокам, вот по углам не дотягивает иногда. Поэтому там я размещаю обычно чашки, которые менее загрязненные. Ну вот вообще здесь мы ставим чашки, удобно они держат. Чашки какие-то, контейнеры. Здесь вот видите, я эту сняла пластик. Удобно ставить что-то более высокое. Также хотела вот показать, что вообще такого плана чашки, вот с таким напылением якобы, нельзя ставить в посудомойку, да.
Ну, я вот уже рискнула, проэкспериментировала. Вот посмотрите, я уже ее мыла много раз 10, наверное, в посудомоечной машине. Ничего с ней не произошло. То есть, ну, конечно, это может быть показателем того, что посудомойка недостаточно мощная, может быть, не знаю. Потому что я слышала, другие посудомойки отмывают даже вот эту черную гарь с посуды, со старых сковородок. Ну, вот предлагаю вам для эксперимента, вот посмотрите, у меня подгорела немного каша, вот мы посмотрим, как она справится. Ставлю я ее прямиком вот так, то есть непосредственно будет направлена сюда удар воды, струя воды будет непосредственно в нее направлена. То есть мы посмотрим, насколько хорошо она справится с этим. В углы размещу такие не очень загрязненные чашки. Вообще я стараюсь использовать обычно все пространство, и вот, например, эта часть как бы не предназначена для размещения посуды, но я обычно вот могу-то доску поставить какую-нибудь или большую тарелку, то есть, по идее, предназначено вот так размещать между вот этими, в общем, палками, да. Я иногда вот так использую еще. Тарелки размещаем вот таким образом. И опять-таки здесь вот такое предостережение в том плане, что плоские тарелки вот такие отмываются очень хорошо, то есть они хорошо вот здесь становятся. И все, когда тарелка с небольшим углублением, посмотрите, я ставлю рядышком вот эту, она перекрывает мне практически всю. И часто я достаю, например, вот в начале, да, когда я так ставила, достаю тарелку, она грязная вот эта, потому что просто нет доступа воды. Поэтому теперь мне приходится ставить либо через одну вот так, чтобы как-то водичка туда поступала. Вот, а есть тарелки, например, вот такого плана, более глубокие. С ними вообще тяжело, то есть здесь я уже могу поставить только одну тарелку и следующую уже через 3 пролета только. Потому что иначе ничего не вымоется в ней. Ну или уже маленькие размещаю. Плюс какие-то вот могут вообще не пролазить здесь. Вот, это, конечно, минус, потому что... А вот, например, эти тарелки, которые, ну, допустим, для супа, да, извините, что все грязно, но вы понимаете, специфика видео. Значит, вот, я могу поставить ее лишь так, то есть, конечно же, влезет намного меньше, чем плоских тарелок. Значит, для приборов вот существует здесь такой ящик пластиковый, который устанавливается таким образом, либо можно его ставить здесь, в общем, там уже можно вот таким образом его ставить, как там уже удобно будет. Я обычно так его размещаю, в него вставляются все приборы, и моются они, в принципе, здесь нормально. В отличие от верха, где там я вам показывала решетки, на которые вообще лучше ничего не вкладывать. Ну вот посмотрите, какие загрязненные ложки. Конечно, в инструкции сказано, всю остатки пищи нужно смывать. Но, как бы, опять-таки, понимаете, смысл тогда посудомойки. Мне удобно поели, загрузили в посудомоечную машину и все. Я, если уже слишком загрязненная, конечно, смываю. Если немного остается, то я не смываю. И вот уже 2 года пользуюсь, в принципе, нормально. Вот, еще, например, вот эти пространства, которые здесь, я иногда вот так, допустим, загружаю. Потому что тут вода все равно каким-то образом попадет. Ну, разместить их сложновато. То есть и ради одной, например, такой миски я же не буду опускать все эти лопасти, например, и вот так ее размещать. Конечно, приходится так ее разместить. Если уже она не помылась, то я ее оставляю на следующую мойку повторно мыть. Вот такие тарелки, которые глубокие, я же говорила, я, бывает, здесь уже еще использую пространство. Значит, для примера вот такую размещу вот здесь, на этих верхних решетках, посмотрим, как она вымоется. Ну все, мне, в принципе, кажется, это полная загрузка.
Будем запускать. В общем, задвигаем. И еще хотела обратить внимание. Иногда бывает, что не до конца задвинута вот эта полочка. И получается, что нет доступа воды вот к этой лопасти. У меня такое несколько раз было, что нет доступа. Поэтому проверяйте, чтобы она была до конца задвинута. И обязательно перед тем, как запустить машину, проверьте, чтобы эти лопасти свободно крутились. Сверху и внизу. То есть я немножко прокручиваю, чтобы она ни об что не ударялась. Потому что бывает, либо ложка там где-то выпадет, либо здесь слишком высокая стоит посуда, и чтобы во время мойки просто не сломались лопасти. Так, закрываем машину. Как я уже говорила, у меня она все время теперь включена в розетку, поэтому достаточно просто нажать кнопку включения, выбор программы. Я выбираю мою любимую 4-ю программу. Вот, и нажимаю сейчас на пуск. Нажму. Хотела еще вот по кнопкам сказать. Значит, есть еще, видите, 1/2. Это половина программы. Можно такой ускоренный режим поставить. Защита от детей. Тут есть таймер. Значит, ну вот, все. P1 это на программу ниже, да. Здесь горит индикатор у меня звездочка. Это значит, что нет, не залито у меня ополаскиватель. Бывает, сверху горит еще один индикатор. Это значит, что нужно добавить соль. Ну все, запускаем. Но блокировка от детей, вот сейчас я вам покажу, она нужно подержать 3 секунды. Что мне очень также нравится в этой посудомойке, это то, что можно поставить ее на паузу во время работы. Вот, спокойно открыть. Например, догрузить что-нибудь или вытащить. И открываем машину. Как видим, тут все в процессе мойки. Еще нет такого сильного пара, как он будет позже, потому что еще не успела разогреться за 3 минуты. Значит, спокойно можем догрузить. Что-то, например, забыли там поставить. Закрываем. Нажимаем дальше play. И оно продолжает с того места дальше мыть. Пока машинка стирает, хочу вам показать еще, значит, некоторые предостережения. Сказать, что алюминиевые вещи нельзя мыть в этой машине, потому что они окисляются. Вот посмотрите, что стало. Она была не настолько плохо выглядела до того, как я положила ее в посудомоечную машину. Затем какие-то пластиковые вещи также могут деформироваться, но от нагревания в ней, то есть появляются такие белые, в общем, полосы, то есть пластик, если очень тонкий, если на нем не написано, что его можно в посудомойке мыть, лучше не ставить, если он вам дорог. И еще один момент, хотя кажется, что это, конечно, очевидно, но везде написано, что нельзя использовать обычные моющие средства, да. Но один раз у меня была такая ситуация, когда на посуде осталось, в общем, фейри какое-то там моющее средство, и я эту посуду вот еще в самом начале засунула в эту посудомойку. И это было просто ужасно, потому что пошла пена, эти щели, ничего здесь не протекает. Обратите внимание, что все, она работает, кстати, довольно тихо. Ничего не протекает, но в тот момент пена пошла через все щели, была вся посудомойка в этой пене. В общем, я очень боялась, что она испортится. В итоге нам удалось как-то пену эту убрать. В общем, не допускайте попадания обычных моющих средств в посудомойку, потому что они очень пенятся. Вот, кстати, название модели именно моей посудомойки. Вот здесь нарисовано, как ее подключать правильно. То есть, видите, она этим шлангом подключается вот к трубе там под раковиной. Вот примерно так это выглядит. Итак, посудомойка домыла, вот выключилась самостоятельно, она выключается, если ее не выключить. Из розетки я не доставала. Посмотрим теперь. Вот, пошел пар. В общем, здесь получается функция мойки, и затем это все сушится еще 15 минут. Давайте посмотрим, как все помылось. Вот сразу бросается в глаза наша лопатка, которую я сверху здесь положила. Вот вы видите, она не вымылась, ну, как я и предполагала.
Так, смотрим кастрюля с подгоревшим дном. В принципе нормально. Еще разочек ее поставим, и, наверное, она вся отмоется. Дальше смотрим чашки. Ну, конечно, опять-таки не идеально, хотя, мне кажется, здесь еще дело в средстве в этом. Это средство я заливала обычно, это лимонное, которое я вам говорила. Так, ну, чашка здесь, в принципе, вымылась, чистенькая стала. Немного отсвечивает, но видно, в принципе, хорошо. Вообще стекло она моет неплохо. Ну, оно такое прозрачное, становится красиво. Вот, это хоть и высокая баночка, но все равно она достала вот и помыла до самого дна. Так, ну давайте посмотрим, что у нас внизу. Вот эту миску мы ставили боком, но она была не слишком загрязнена, но тем не менее все равно она, видите, чистенькая, хоть и боком мы ее здесь расположили. Так, эти тарелочки тоже все чистенькие. Так, вот эти тарелочки тоже чистые. Так, ну, в принципе, как бы все чисто, все хорошо, потому что я располагала здесь через одну. То есть, если бы я все вместе прилепила, наверное, некоторые не помылись бы тарелки. Из-за их формы такой выпуклой немного. Ложки, посмотрите, все чистенькие. Ну, это тарелочка, которую мы боком ставили, также чистенькая. Ну, в общем, на этом буду заканчивать свой обзор. Если забыла что-то сказать, спрашивайте в комментариях, задавайте вопросы. В общем, смотрите другие наши обзоры, подписывайтесь. И пока!